Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот мышки с зефиринки. Сейчас я вам покажу, как выглядят ее ножки, туловище. Сейчас я сниму с нее вот эту вот кофточку. Так. Ручки, ножки у нее рельефные, то есть как бы я вот здесь вот делала у бабочки. Вот. Так, и сейчас я сниму юбочку, покажу вам туловище. Туловище получается у нас с талией. Так, вот. И ножки у нас тоже рельефные, такие вот как бы икры, бедрышки. Вот талия, вот такая вот у нас мышка рельефная получается. Вот, и повязочка у нее в виде шарфика такая, она длинная, то есть ее можно на шею повязывать как шарфик и на голову. Просто изначально я задумывала эту повязочку завязывать вот так вот тут здесь сбоку на узелочек, и чтобы эти кончики вот так вот торчали. Вот, как-то вот так вот. Но когда я сделала обвязку вот этой вот типа меховой, типа под мех вот этой вот пряжи, то получилось слишком она такая пышная, и когда завязываешь на узелок, слишком уж оно все грубо торчит, поэтому я решила просто вот так вот завязывать. Можно, конечно, укоротить и сделать вот просто повязочку вот такую вот тут вот, их соединить края, вот, но я решила оставить вот такими вот длинными, потому что можно его использовать еще как шарфик, одевать мышки, чтобы она не замерзла. Итак, игрушка самостоятельно не стоит, хоть я и вязала вот здесь вот, вставляла пластиковые кружочки вовнутрь, но так как я ее вязала без каркасной проволоки, внутрь не вставляла, вы по желанию можете использовать каркасную проволоку. Вот, так как я вязала без каркаса внутри, поэтому она у меня такая вот мягкая и самостоятельно стоять не может. Вот, и голова, вот здесь вот немножко, она вот как бы так вот гуляет, но она не падает, так как голова и шея у нас связаны вместе, то есть переходя от туловища к шее, и потом мы дальше идем вязать голову. То есть она такая болтающая, но она не падающая. Вот. А когда я фотографировала, проводила фотосессию, для того, чтобы у меня игрушка стояла, я использовала спицу. Это я рассказываю для тех, кто будет там фотографировать свою мышку, то есть это не для детей, детям мы спицы в руки не даем. Вот, то есть я брала вот такую вот просто спицу, ставила сбоку, вот здесь вот где-то, если ставить посередине, то, естественно, фотография будет видна, наша опора. Вот, вставляла вот так вот спицу за ножкой, достаточно одной, и игрушка у меня стояла. Это для фотосессий. Итак, для вязания мышки зефиринки нам понадобится плюшевая пряжа. Я вяжу плюшевые пряжи от Himalaya Dolphin Baby. На этот раз у меня мышка будет в серо-розовых тонах. Итак, основной цвет это будет серый. И дополнительный цвет у меня будет розовый. Так, далее нам понадобится вот такая вот пушистая пряжа под мех. Я ее покупала давно, поэтому я не помню, какой это был производитель. Наверное, Картапу. Но в магазине ее легко узнать. Вот она вот такая вот вся пушистенькая. Вот это ею мы будем обвязывать края юбочки, кофточки, повязочки шарфика, варежков и ботиночек. Далее нам понадобится крючок, основной крючок. У меня это номер 5. Далее дополнительный крючок вспомогательный. Это у меня размер 2,5. И еще один крючок нам понадобится, размер 3,5 для вязания хвостика. Далее нам понадобятся ножницы, понадобится маркер для отметки новых рядов. Далее нам понадобится швейная нить. Ею мы будем пришивать ушки, игла
для пришивания ушек. Игла поменьше для пришивания пуговички на кофточке. Далее нам понадобится два вот таких вот из тонкого пластика кружочка. Их мы будем вставлять в ботиночки. Вот в эту часть. У меня кружочки эти диаметром 5,5 сантиметра. Вы же замеряйте по своему вязанию, так как у всех плотность вязания разная. Вот кружочки я вот, допустим, вырезала, у меня был старый блокнот, у него была такая вот обложка из плотного пластика, я вот оттуда повырезала. Итак, далее нам понадобятся реснички. У меня вот такие вот ленточные реснички, я от них отрезаю, сколько мне надо. Это где-то вот нужно будет два кусочка по размеру меньше сантиметра, чуть меньше сантиметра. Далее нам понадобятся глазки. Сейчас мы выбираем глазки. На этот раз я буду использовать глазки голубого цвета. До этого я использовала зеленого цвета. На этот раз у меня будут такие вот голубенькие. Они блестящие. Не знаю, тут не сильно, может, видно. Вот так вот видно, что они блестящие. И вот если на них вот так сбоку смотреть, они такие плоские. Ну, в принципе, можно использовать любые глазки, такие, какие вам нравятся. Размер 16 миллиметров. Итак, голубенькие глазки на этот раз. И носик у меня будет на этот раз вот такой вот овальный. Размер у него 21 на 16 миллиметров. Вот. И что глазки, что носик, это у меня на безопасном креплении. До этого я использовала красный носик, размер, он такой треугольной формы, и размер 20 на 20 миллиметров. Так, и еще нам понадобится пуговичка, чтобы застегнуть нам кофточку. Так, далее. И в конце концов нам понадобится наполнитель. У меня это холофайбер. Итак, приступим к вязанию. В этой части мы с вами свяжем верхние лапки, хвостик. Нам нужно, чтобы они заранее были готовы, так как мы будем их вязывать по ходу вязания в игрушку. И заодно свяжем с вами ушки. Итак, берем пряжу дополнительного цвета. У меня это розовый цвет. Набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 6. Берем маркер, отмечаем новый ряд. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем в таком порядке. Провязываем 1 столбик без накида. И 1 прибавка. Так мы будем вязать до конца ряда. И в итоге у нас должно получиться 9 столбиков без накида. Итак, вот это вот у меня прибавочка. Отметили новый ряд, и далее 3 ряда мы вяжем без изменения. В каждом ряду у нас будет по 9 столбиков без накида. Итак, провязали 3 ряда без изменения. А сейчас я хочу вот этот вот хвостик выверну изделие наизнанку, и вот этот вот хвостик я сейчас зафиксирую на какой-нибудь из петель, чтобы он в дальнейшем не случайно не выпал из ручки. Бывает, что эти хвостики, они потом
как-то из ручек этих вылазит. Итак, зафиксировала, спрятала. Отмечаем новый ряд. И продолжаем наше вязание. Далее мы будем вязать 3 столбика без накида в одну петлю. Итак, вяжем 1 столбик без накида, в ту же петлю 2 столбик без накида и в ту же петлю 3 столбик без накида. Далее до конца ряда вяжем 8 столбиков без накида. Всего в этом ряду у нас получится 11 петель. Итак, провязали, отметили новый ряд. В следующем ряду будем вязать 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 прибавку. Провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. И далее до конца ряда провяжем 9 столбиков без накида. Всего у нас должно получиться 12 петель. Провязали, отметили новый ряд. Следующий ряд будем вязать так. Вяжем 1 столбик без накида и 1 убавка. Провязываем 2 петли за передние стеночки вместе. И далее до конца ряда вяжем 9 столбиков без накида. Всего у нас получится 11 петель. Провязали. Далее вяжем 2 убавки. Делаем сначала 1 убавочку. Провязываем 2 петли за передние стеночки вместе. Вот 1 убавочка и следом за ней 2 убавка. И далее до конца ряда у нас еще есть 7 столбиков без накида. Провязываем их. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отмечаем новый ряд. Итак, в этом ряду у нас получилось 9, всего общее количество 9 петель. Следующие 2 ряда, это у нас по счету идет 10 и 11, мы будем вязать без изменения. В каждом ряду по 9 столбиков без накида. Когда будете вязать второй ряд из этих вот 2, которые мы будем вязать без изменения, последнюю петлю, последний столбик без накида не довязывайте до конца. На нем мы будем менять цвет пряжи на основной. Итак, я провязала 2 ряда без изменения. Последний столбик без накида я его не довязала. Беру пряжу основного цвета и довязываю этот последний столбик без накида. Далее, следующий ряд мы будем вязать, провязывать столбики без накида за заднюю стенку петли, каждой петли. Итак, до конца ряда мы провяжем 9 столбиков без накида за заднюю стеночку каждой петли. Провязали. Далее отрежем
розовую пряжу. Завяжем хвостики на узелочке, пару-тройку узелков сделаем. Можно снять плюш с ниточек, можно оставить, как вам удобно, как вы привыкли, так и делайте. Спрячем ниточки вовнутрь и наполним наполнителем. Наполним где-то вот так вот, чтобы дальше нам наполнитель не мешал, не цеплялся за крючок. Наполняем так, чтобы была где-то такая средняя плотность ручки. Наполнили наполнителем и продолжаем наше вязание. Далее нам нужно провязать 2 ряда, в каждом ряду по 9 столбиков без накида, 2 ряда вяжем без изменения. Провязали. На данный момент мы провязали всего 14 рядов. Вторую ручку до 14 ряда включительно мы будем вязать точно так же. Далее, начиная с 15 ряда, будут отличия. На данный момент мы с вами вяжем левую ручку. Итак, отметили новый ряд. Далее в 15 ряду будем вязать так. Вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее делаем 2 убавочки, 1 убавка, и следом за ней 2 убавка. И до конца ряда еще вяжем 3 столбика без накида. В этом ряду у нас получится общее количество петель 7. Отмечаем новый ряд. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее будем делать 2 прибавки. В одну петлю провязываем по 2 столбика без накида. Раз. И еще раз во вторую, следующую петлю провязываем 2 столбика без накида. Провязали. И до конца ряда еще вяжем 3 столбика без накида. Общее количество петель у нас получится 9. Далее отмечаем новый ряд. И следующие 5 рядов будем вязать без изменения. В каждом ряду по 9 столбиков без накида. Так, провязали. Дозаполним нашу ручку наполнителем. Заполняем до вот этого вот уровня, чтобы вот эта вот часть, вот где-то, ну, посчитаем вот 1, 2, 3, чтобы 3 ряда, они были пустыми. Дозаполнили нашу ручку. Далее складываем наше вязание пополам. Вот так. И за передние стеночки каждой петли вот этих вот 2 рядов мы провязываем вместе столбиками без накида. 1, 2, 3,
и 4. Провязали, протянули ниточку, оставляя небольшой хвостик, ниточку отрезаем. Итак, левая лапка у нас готова. Вяжем вторую правую лапку до 14 ряда включительно, точно так же, как вязали левую. А далее после 15 ряда, после 14 ряда, уже 15 ряд, я покажу, как вязать. Вяжем правую ручку. Итак, 14 рядов мы провязали, точно так же, как и первую ручку левую мы вязали. Далее будем вязать 15 ряд, вяжем 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем убавку, провязываем за передние стеночки 2 петли вместе и будем вязать еще одну убавку. Но так как у нас остался здесь один столбик без накида, мы захватим второй столбик без накида вот уже как бы со следующего ряда, это первую петлю. Итак, делаем убавку, захватываем переднюю стеночку 9, это получается в этом ряду 9 петля, и захватываем переднюю стеночку первой петли следующего ряда и провязываем их вместе. Сделали вот такую еще одну убавку. Далее, итак, в этом ряду у нас получилось всего 7. Сейчас я не буду отмечать новый ряд, а далее продолжим наше вязание. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее делаем прибавку. В одну петлю провязываем 2 столбика без накида. В следующую петлю провязываем также 2 столбика без накида. Делаем еще одну прибавочку. И теперь можем отмечать новый ряд. Мы теперь опять вышли на общее количество 9 петель. И далее 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 9 столбиков без накида. Провязали, дозаполним нашу лапку наполнителем. Опять также заполняем не до конца, оставляем вот эти вот 3 ряда пустыми. Дозаполнили, складываем нашу лапку пополам и за передние стеночки каждой петли каждого полученного ряда мы провязываем вместе. Провязываем до конца ряда столбиками без накида. Итак, провязали, протянули ниточку, отрезали, и наша вторая лапка готова. Итак, 2 лапки у нас готовы. Вот такие вот у нас получились, с легким намеком на пальчик. Я делаю так специально, чтобы был просто такой небольшой рельефчик. И с сгибами в локтевой части. И так далее будем вязать с вами хвостик.
Далее мы с вами будем вязать хвостик. Берем пряжу розового цвета, крючок 3,5 и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Так, провязываем 6 столбиков без накида. Далее будем вязать ряды без изменения по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Свяжем хвостик длиной в 24 сантиметра. При вязании хвостика изделия мы не выворачиваем на лицевую сторону, а вяжем изнаночным узором. Вот. Вначале, конечно, будет немножечко сложновато, особенно тем, у кого такое же, как у меня, тугое вязание, так как крючок меньшего размера, но дальше уже будет легко. Вот здесь вот, где вот эти вот бороздки, вот я немножечко уже провязала, и вот здесь вот заметны вот такие вот бороздки. Это и есть вот каждая петля. И вот так вот вовнутрь вводим крючок и вяжем так до длины 24 сантиметра. Вяжем ряды без изменения по 6 столбиков без накида. Вот этот хвостик протянем вовнутрь, спрячем его и зафиксируем на какой-нибудь из петель, чтобы он потом не выпал из хвостика, из вязания. Итак, хвостик мышки мы с вами связали длиной 24 сантиметра. Далее приступим к вязанию ушек. Берем основной крючок, мой крючок это номер 5, берем пряжу дополнительного цвета и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2. Зайка помогает читать мне. 3. Провязали, отметили новый ряд. Далее будем вязать 7 прибавок. То есть в каждую петлю будем провязывать по 7 столбиков без накида. Итоговое количество петель у нас получится 14. Провязали, отметили новый ряд. Следующий ряд будем вязать в такой комбинации. Вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. И так вяжем до конца ряда. Общее количество петель у нас должно получиться 21. Провязали, отметили новый ряд. В следующем ряду будем вязать 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. И так вяжем до конца ряда. Общее количество петель у нас должно получиться 28. Провязали. Далее будем вязать 3 столбика без накида плюс 1 убавка. Итак, провязали, отметили новый ряд. Далее будем вязать 3 столбика без накида плюс 1 прибавка. Последний столбик без накида в этом ряду мы не довязываем до конца. На нем мы будем менять цвет пряжи на основной. Итоговое количество петель этого ряда должно получиться 35. Итак, последний столбик без накида довязываем серой пряжей. Берем серую пряжу и довязываем. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд вяжем в таком порядке. Вяжем 4 столбика без накида плюс 1 прибавка. Итак, 1, 2, 3, 4 столбика без накида плюс 1 прибавка. И так вяжем до конца ряда. Общее количество петель у нас получится 42. Провязали до конца ряда, делаем соединительную
петлю, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Розовую ниточку мы тоже отрезаем. Вот так вот. Первая часть ушка у нас готова. Будем вязать вторую часть. Вторая часть вяжется точно так же, только без смены цвета пряжи. Итак, берем пряжу основного цвета, это серая, провязываем 2 воздушные петли, во вторую петлю провязываем 7 столбиков без накида, провязали, отметили новый ряд. В следующем ряду делаем 7 прибавок, то есть в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Вяжем так до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 21. Провязали. Следующий ряд вяжем 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 28. Провязали, отметили новый ряд. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида плюс 1 прибавка. Итоговое количество петель у нас должно получиться 35. Провязали. Следующий ряд вяжем в таком порядке. 4 столбика без накида плюс 1 прибавка. Вяжем так до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 42. И в конце ниточку не обрезаем, будем соединять 2 части между собой обвязкой столбиками без накида. Довязали до конца ряда. Далее берем первую часть, прикладываем друг к другу изнаночными сторонами. Вот так вот. И только нам нужно вот умудриться так вот протянуть ниточку так, чтобы обвязка у нас была лицевой стороной. Именно вот лицевая сторона обвязки была с лицевой стороны ушка. Вот, как бы вот так вот. Итак, вводим крючок там, где мы делали соединительную петлю у первой части. Далее вводим в петлю второй части ушка и провязываем вместе столбиком без накида. И дальше идем обвязку, ведем столбиками без накида. Вяжем так до конца ряда. Сильно не стягивайте, вяжите более-менее так не туго. Провязали до конца. В конце делаем соединительную петлю, протягиваем ниточку и отрезаем, оставляя небольшой хвостик. Вот такое вот ушко у нас получилось. Вот этот вот хвостик спрячем вовнутрь вязания.
Вот, одно ушко у нас готово, второе ушко вяжем точно так же. И кто еще не подписан на мой канал, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить продолжение вязания мышки зефиринки. Всем спасибо большое, что вяжете вместе со мной. Всем пока-пока!